В этом видео я буду говорить про эргономику ручки джойстика, перспективной кинематики и очень краткий показ. Начну с источника вдохновения. Это ручка B1F самолета F-14, которую можно найти в интернете в бесплатном доступе. Она очень интересная, удобная, но когда ее берешь в руки, есть несколько не то чтобы минусов, но встречающихся особенностей. Во-первых, у меня мизинец постоянно попадает на отверстие для кнопки под мизинец, ну что довольно логично, конечно. Большой палец лежит на этой кнопке, соответственно, на месте, где должна быть кнопка. Но вроде бы это достаточно удобно, за исключением нескольких моментов. Во-первых, вот тут есть острое ребро, на которое упирается палец, сгиб, суставный сгиб, и получается, что вот это твердое место постоянно находится под нажимом пальца. И чтобы мне избежать постоянного нажатия кнопки, нужно палец держать где-то в стороне, выше или ниже, а места тут довольно немного. И кнопка под мизинец расположена слева от ручки, ручка для правосторонняя, для правой руки. Кнопка находится слева. Ну, как бы логично выглядит, что нажимаете кнопку и она срабатывает. Но проблема в том, что кнопка находится в конце пальца, в конце мизинца. И получается, что на конце мизинца усилие самое минимальное. И нужно отпускать ручку, перехватывать и либо безымянным пальцем, либо средним нажимать. Потому что мизинец даже мой не совсем достает и не очень удобно. То есть надо каждый раз напрягать вот это сухожилие и продавливать кнопку. Это неудобно. В своей ручке я внес изменения, кроме самой общей геометрии. Кнопку под большой палец я перенес ниже и ближе к спинке. Таким образом, получается, у меня здесь очень много открытого места, и я могу плотно сжимать ручку прямо со всей силой. Получается, что у меня лежит не участвующий в захвате ручки палец, только указательный. Но его можно опереть на вот эту часть головы и ручки. И мизинец. Кнопка под мизинец, если посмотрите, вынесена строго по линии симметрии этой ручки. Что это дает? Это дает, во-первых, я могу использовать уже среднюю часть или основание мизинца для нажатия кнопки, что весьма и весьма удобно. Здесь я могу с большим усилием и быстро нажимать. Либо я могу уже перехватывать, если рука находится в нижнем положении, могу нажимать любой из пальцев. Ну, кроме, наверное, большого. Чтобы большой, мне нужно захватывать с этой стороны. Хотя, если я буду удерживать левой рукой, ручка расположена так, я могу нажимать и мизинцем левой руки. Если нужно перехватить ручку во время управления, чтобы правой рукой делать какие-то другие действия, это довольно удобно. А в остальном все. Нет, клавиша под указательный палец на голове ручки тоже изменен наклон, высота. И, по-моему, придвинул я правее. Потому что я печатал ручки, пробовал, где находится кнопка, и пока она не легла в руку, пока не почувствовал, что достаточно комфортно, и при этом у меня есть вот тут место, вот, я могу по-разному хватать, выше, ниже, плотный хват, расслабленный хват, и мне не мешает, но при этом я могу дотягиваться. И еще одна особенность, я могу одной рукой
одновременно нажимать три кнопки, три любые кнопки. Либо так, либо какое-то из этих сочетания. Что весьма удобно, когда нужно несколько функций одновременно нажимать. Сразу играя, так сказать, аккордами, то получается, что можно очень легко это делать. Это удобно, например, в симуляторе Orbiter, когда нужно одновременно нажимать несколько разных функций, скажем, остановка вращения по всем осям и приведение к горизонту. Я нажимаю две кнопки, и сразу у меня включаются две функции. Либо три, в зависимости от числа назначенных функций. Да, и вот это переключатель, который я показывал в предыдущем видео. Это первый вариант, который у меня получился. И он работает очень хорошо. Сопоставимо, если сравнивать с моей же версией из металла, из алюминия. Этот ничем не хуже, скорее всего даже лучше. Очень четкий клик позволяет нажимать, безошибочно выбирать кнопки по одной, либо по две сразу. Ну и мое любимое основное положение этого джойстика теперь. Естественно, не на столе. Вот как он выглядит. Здесь рука, если находится в нижнем положении, вот она расслаблена на столе. Вот я могу там какие-то манипуляции с мышью проводить, с клавиатурой. Я легко могу перенести ее на корпус, основание ладони. Это не площадка маленькая, которую многие любят располагать на ручке, и которая при каких-то движениях ручки вперед-назад, они начинают упирать ее в основание ладони, что достаточно неудобно и требует перехвата, например, возвышения кисти руки, в общем, значительного, заметного изменения положения кисти руки. У меня же это все делается без изменений. Чистое движение по тангажу вперед-назад могу делать либо всей рукой до конца на себя, до конца вперед, либо я могу очень значительные движения эти же делать буквально пальцами, используя только кисть руки. И какие бы движения я ни делал, то получается, что у меня доступ 1, 2, 3, 4 кнопки без отрыва кисти руки, без изменения положения. Большим пальцем, не совсем, не стопроцентно удобно, потому что тогда нужно, чтобы этот переключатель был бы на месте этой кнопки. А эта кнопка, соответственно, была дальше, но уже нельзя было достать. Не так удобно было доставать большим пальцем, либо удерживать ручку в этом положении. Тут бы не было свободы для большого пальца. Так что это вполне такой хороший компромиссный вариант и вполне удобный. Либо я могу положить руку на основание корпуса, на площадку, которая служит основанием для руки, и точно так же доставать до 3 кнопок. Указательный, спусковой, большая и мизинец. Причем мизинцем я, получается, нажимаю средней частью, то есть самой сильной частью мизинца. И это могу делать очень с большой частотой, как и остальными другими кнопками. Поэтому моя рука всегда находится в одном положении без отрыва. Обратите внимание, что руку я не перехватываю, не отпускаю, не освобождаю никак. В каком положении она есть, в таком и удерживается на протяжении всего движения по всей траектории. Даже в самых крайних положениях. Я имею возможность нажимать 3 кнопки сразу. Это довольно удобно и дает массу преимуществ. В каком-то из следующих видео я постараюсь рассказать про эргономику более высокого порядка, то есть вовлеченность в рабочее место. Это уже будет рассказ не про ручку, не про кнопки, а про
про саму кинематику и применение. Но пока кто хочет, может сравнить, изучить эту ручку, скачав ее по ссылке в описании. Там несколько вариантов этой ручки, печатается она очень легко, хорошо, как минимум двумя способами: фотополимерная или FDM печать, одинаково хорошо печатается. Ну, пока на этом все. Надеюсь, видео это понравилось. Всем пока.